В народе птица – предвестники перемен в жизни и посланий. Если голубь сел на окно или балкон, значит нужно ожидать новостей. А вот какие они будут, зависит от поведения пернатого. Нет ничего удивительного, что с ними связано множество народных примет, по ним даже определяют погоду. Некоторые из них сулят о надвигающихся неприятностях. Но в целом голубь – вестник радостных новостей. С голубями у людей связано множество поверий. Есть плохие и хорошие приметы. Иногда птица за окном не говорит ни о чем. Когда она сидит на подоконнике и смотрит на улицу, а не в дом, она просто решила отдохнуть и нашла для этого удобное место. Если пернатый гость заглядывает в окошко и стучится, нужно ждать новостей. В зависимости от того, как ведет себя птица, это может быть хороший или плохой знак. Вести, которые принес пернатый друг, могут касаться семьи или работы. Не нужно игнорировать появление голубя на подоконнике дома. Они чувствуют человека и его энергетическую оболочку. К негативным злым людям они никогда не прилетают. Голубь сидит на подоконнике дома. Что это может предвещать? Существует множество поверий насчет птиц, прилетающих к людям и садящимся на окошко или балкон. Значение народной приметы зависит от поведения пернатого друга. Если голубь прилетел на подоконник и загадил его, нужно ждать прибыли. Это отличный знак, если пернатый испачкал прохожего на улице. Если он загадил одежду, будет обновка. Если голубь сидит на окне и воркует, нужно ждать встречи с любимым или невероятного романа. Для семейной пары, воркующая на подоконнике птица, возобновление былой страсти, укрепление отношений. Если голуби свили гнездо на балконе у одинокого человека, эта примета ему может сулить долгожданным браком или началом отношений. Если во дворе находится гнездо, в котором пернатый отложил яйца, это отличный знак. Это может предвещать о скором пополнении и радости. С приходом холодов народная примета пернатый друг за окном не работает. Зимой многие голуби просто выпрашивают еду. Их нужно подкармливать, но тогда они будут прилетать постоянно. Это может сулить хозяевам дома не только грязным подоконником, но и благополучием, прибылью и удачей. Другие народные поверья. Если пернатый гость смотрит в окошко, нужно ожидать гостей. Несколько голубей могут предвещать шумное застолье. Постоянно воркующий пернатый друг предупреждает о надвигающихся неприятностях. Спокойно поющий голубь предвещает хороший день и радостные новости. Птица, гордо расхаживающая по подоконнику, может сулить о встрече с покровителем или влиятельным другом. Народная примета, когда голубь сидит за окном и размахивает крыльями, говорит о радостном событии и исполнении желания. Птица, постоянно клюющая подоконник, предвещает важное событие. Если голубь прилетел и сразу же улетел, нужно ждать весточки. Существует народное поверье, если возле окна появляется одна и та же прикормленная птица и сидит спокойно на балконе, хозяин дома сильно одинок, ему не хватает общения с людьми. Цвет пернатых гостей тоже дает определенные подсказки. Народные приметы действительно разнообразны и могут помочь принять важное решение или избежать неприятностей. Пернатый гость белой окраски, посланник свыше, символ любви, добра и мира. Появление такого голубя за стеклом может предвещать одинокому парню или девушке скорое сватовство, особенно если птица оставила свое перышко и упорхнула. Семейным людям удачу в начинаниях, всем защищенность от негатива, если голубь постоянно прилетает и спокойно сидит на балконе. Если пернатый гость что-то принес в клюве, можно ждать прибыль. Совет. Подкармливать белую птицу – отличная примета. Сытый голубь станет предвестником хороших вестей. Птицы приносят не только хорошие, но и плохие вести. Белые голуби могут быть предвестниками различных событий. Пернатый гость кружится за окном, где есть больной, вестник скорой смерти. Если белоснежный голубь сел на балкон к девушке и стучится в дом, может предвещать о том, что с ее парнем случится неприятность. Существуют и общие народные приметы. Когда прилетает белая птица, это означает, что владельцев жилья посещает душа ушедшего из жизни близкого родственника. Если голубь залетел внутрь дома, ждать беду, поглядывает снаружи, вестник хороших событий. Голуби – настоящие предвестники надвигающейся беды. Иногда птица на карнизе – плохая примета, в которых тоже нужно разбираться. Следует правильно толковать следующее поведение пернатых гостей. Кружится и иногда садится на балкон, предупреждает о беде. Бьется постоянно в стекло, в семье могут быть ссоры,
которое нарушит привычный уклад жизни. Стучится в дом клювом, пернатый друг старается предупредить о надвигающихся неприятностях. От испуга забивается в уголок, скоро будут проблемы. Если голубь сидит на карнизе квартиры, в которой кто-то болеет, он еще долго не поправится. При неожиданном появлении пернатого гостя в жилье, возможна смерть одного из домочадцев. Особенно если он сел на кухонный стол. Народные приметы и поверья, когда голубь залетает внутрь дома, толкуют в качестве нехороших вестей. Самое страшное, когда голубка сильно бьется по стеклу, стараясь попасть внутрь жилья, словно предупредить, что скоро в жизнь нужно ждать неприятностей. Приближающейся беды можно избежать. Для этого необходимо внимательно следить за поведением пернатых гостей и не допускать опрометчивых ошибок. Так можно уберечь от надвигающихся проблем не только себя, но и своих близких. Если голубки постоянно прилетают и просят кушать, не надо прогонять их, они принесут счастье и семенное благополучие. А в случае надвигающейся беды вовремя предупредят об этом. Ведь если хозяин жилья знает, что ему к нему придут нехорошие новости, он может вести себя более спокойно и не вступать в конфликты с окружающими и близкими.